В Курске ад. Наблюдаются огромные потери с каждой стороны. На территории Российской Федерации в Курской области становится понятным то, что война на данном участке фронта стала больше политической, чем реальной, потому что действительно работает множество дезинформации, которая убеждает как русских, так и украинцев в том, что все идет по плану, что кто-то из них постепенно, но медленно побеждает и идет к своей цели. Хотя по факту в Курской области происходит длительная мясорубка с множеством нюансов. В комментариях под прошлым видео от моих зрителей часто поступал вопрос, а сколько же потерь у русских и украинцев вследствие начала Курской операции? Действительно ли успешно доступление украинских солдат? И правда ли, что российские войска не несут сильных потерь? Я не удивлен, что такие вопросы до сих пор беспокоят людей, ибо внятных ответов на них так и не было найдено. Например, каналы, напрямую связанные с украинской властью, постоянно говорят, что вооруженные силы Украины разозлили Путина, аргументируя это тем, что Путин все время подчеркивал, будто у него ж нет войны, а есть специальная военная операция в Украине, что эта операция в Украине идет по плану, и никто не знает, что это у него за план и на сколько времени рассчитан, какие цели имеет этот план. И тут вдруг вооруженные силы Украины оказались в Курской области, и все планы Путина разрушили. Специальная военная операция провалилась, и скоро всех ждет перемога, а вместе с ней наступит мир, дружба и жвачка. Я попрошу тебя написать в комментариях свое мнение по этому поводу. И все-таки доля правды в этих рассуждениях есть, ввиду того, что украинцы уже долгое время находятся в Курской области, и их не удается выбить. Сказать русскому народу, что все идет по плану, уже нельзя. И назвать это специальной военной операцией в Украине тоже нельзя. Потому что, черт возьми, это прямое вторжение на российскую территорию, которая по сути является войной. На этих основаниях Россия уже может объявлять войну Украине на официальном уровне, причем законно проводя мобилизацию. Но я думаю, ты понимаешь, что Россия не желает мобилизации по ряду причин. Да и западные страны, которые сделали все возможное, чтобы война в Украине затянулась, только этого и ждут. Поэтому, осознавая масштаб проблем, которые принесут украинские войска, напрямую подстрекаемые западными странами, первая реакция Путина после начала Курской операции 6 августа была очень нервной и напряженной. Он говорил о том, что украинские солдаты в Курской области это не военные, а настоящие бандиты, которых срочно нужно выкинуть. Российские солдаты даже не хотят брать в плен украинских солдат на этом участке фронта. И неудивительно почему. Срочно выкинуть вооруженные силы Украины с территории Курской области не получилось, хотя здесь работала вся группа войск «Север» Ленинградского военного округа, плюс мобильное подразделение 106-й десантной дивизии, 155-я морская пехота, которая раньше была под Торецком в Донецкой области, а также множество других воинских частей. Одна из главных причин, по которой украинцев не удалось выбить с территории Курской области, заключается в том, что и украинцы перебросили сюда множество подразделений. Причем украинские подразделения состояли не только с набранных на скорую руку насильно мобилизованных мужчин, а из закаленных ветеранов, которые воевали под Торецком, Часов Яром и Угледаром. Общая численность группировки украинцев составляла где-то 50 тысяч человек. И я думаю, ты понимаешь, что выбить такую группировку без больших потерь сразу не получится. Тем более, что российская граница протяженная, и контролировать полностью движение украинских войск не получится. Их с Курской области выкинут, а они пойдут в Брянскую область или Белгородскую область. И не факт, что стремительной атакой российской армии удалось бы достичь поставленных задач, так как это очень рискованное дело. Похожая ситуация была в битве под Верденом, известной многим под названием Верденская мясорубка. Она состоялась между войсками Франции и Германии, и победу одержала Франция. И то только потому, что битва происходила на ее территории, и немцы не смогли продвинуться глубже. Бои в Курской области носят аналогичный характер, и это развенчивает миф о том, что российские войска несут незначительные потери. Но это не значит, что у украинских войск ситуация на фронте лучше. Скорее даже наоборот. Западная пресса отмечала, что на данный момент численность украинской группировки войск на территории Курской области составляет около 30 тысяч человек. Я напомню, что в момент начала Курской операции ее численность составляла 50 тысяч штыков. Тот, кто знаком с политической жизнью Украины, прекрасно понимает, что никакого вывода украинских войск с Курской области не было. Были лишь отступления с ранее занятых позиций, и не более. В Курскую область вооруженные силы Украины даже получали подкрепления, и украинцев там было явно больше 50 тысяч. Я думаю, что западная пресса вряд ли стала бы врать в этом вопросе, а потому получается ситуация, когда 6 августа этого года Украина под Курском не досчиталась минимум 20 тысяч солдат. Куда делись эти солдаты? Никому не известно. Напомню также то, что по официальным данным Украины потери Украины
до Курской операции составили 33 тысячи человек за 2 года полномасштабной войны. И даже если поверить в эту цифру, то получится, что в Курской области для Украины просто гигантские потери. Потери российской армии в Курской области тоже велики, особенно если учитывать несколько не особо удачных попыток окончательно выбить украинские войска. Думаю, потери каждый сможет высчитать по-своему. Настоящие же потери мы, скорее всего, узнаем через лет 10 или больше, когда будут раскрыты секретные документы с каждой стороны конфликта. Но сейчас что мы видим? Мы видим то, что Курская операция задумывалась как чисто политический ход ради того, чтобы повоевать с русскими на их территории. Это попытка Украины показать, что у России все идет не по плану, чтобы Китай отвернулся от Путина. А все союзники России были в шоке от того, что очередной миф о том, что Россия воюет на чужой территории, постепенно рассыпался вдребезги на политическом поле. Выгоду от этого просто невозможно переоценить для западных стран, которые смогли пошатнуть политическую стабильность в России. Сейчас же я вам прочитаю мысли одного украинского солдата, который принимал участие в Курской операции. Итак, мы зашли в Курскую область в начале августа. Как раз когда мы сюда прибыли, нас отвели из Торецка и Часов Яра. Аргументировали это тем, что нас вывели якобы на комплектацию и отдых. Потом мы получили приказ и через 5 часов уже были на позициях на выходе. Мы видели все. Мы знали это четко. Нам сказали, что Россия готовится заходить в Украину на территорию Сумской области, что российские войска готовы создавать санитарную зону вдоль границы, которую так обещали. Это был лишь вопрос времени. Мне кажется, что конец августа самое позднее время для наступления, и они бы зашли в Сумы и применяли бы на нас свои авиабомбы уже здесь. Русские сносят в Курской области абсолютно все. Занятый нами какой-то домик, сельхозпредприятие, да все что угодно. Они просто авиацией выносят. Кабы, ствольная артиллерия, могут даже подключаться реактивные системы залпового огня, минометы, дроны. То есть русские просто выносят нас, даже не до кирпичей, а буквально до щебня. То, что мы видели на Донбассе, то, что мы видели в некоторых городах Херсонской области, повторяется. Но куда масштабнее. Остается лишь выжженная земля на лунном пейзаже. Это есть правда. Мне кажется, выбора избежать Курской операции не было. Русские все равно готовились заходить под Сумы, и в том числе сейчас говорится о том, что Россия вынуждена привлекать десантников и морпехов для противостояния вооруженным силам Украины в Курской области. Конец цитаты. Операция в Курской области показала способность украинских военных приносить неудобства численно превосходящим русским на их территории. Вооруженные силы Украины наносят удар в неожиданных местах, перетягивая на эти участки фронта огромное количество солдат Российской Федерации, что помогает им снизить темпы российского наступления в Украине, а также усложнить российской армии задачу по вытеснению украинцев с Курской области. В связи с этим возникают два вопроса. Первый – это насколько операция в Курской области влияет на боевые действия на территории Украины. И во-вторых, насколько сильно задействованы боеспособные части российской армии, которые уже были в Украине, и сейчас их российское командование перебрасывает в Курскую область. Но в принципе подготовленных военных уже на территории Российской Федерации много на сегодняшний день. Украинские солдаты отмечают, что у России хватает пока подразделений и достаточно боеспособных, причем не только в Курской области, а и на Кураховском направлении, на Покровском направлении и на Лиманском направлении. Россияне концентрируют силы и в Часов-Яре, где тоже идут достаточно жесткие бои. Но украинские солдаты считают, что российская армия не может воевать на несколько фронтов. Это не 22-й и не 23-й год. Русские не могут одновременно наступать в 3 местах. Поэтому, по словам главкома Сырского, уже 50 тысяч человек было оттянуто в Курскую область со стороны России. И эти цифры могут быть и больше. Кроме озвученной уже группы войск «Север», русские перекинули под Курск мобильные дивизии, десантуру, а также 2, как минимум, бригады морпехов. Украинские солдаты признают, что россияне – это серьезный противник. По словам одного из них, войска России под Курском – это кадровые военные, достаточно молодые и тренированные. Ну, это действительно десантура и морпехи, а значит противник очень серьезный. Мы оценили это еще в Торецке, потому что, для понимания, если ты сидишь в окопе и защищаешь позицию, ты можешь массу гранат, патронов просто держать под рукой. На тебе бронь, у тебя автомат, там разгрузка несколько магазинов. Штурмовик все это тащит на себе, и это тяжело. А они мало того, что все это тащат, а еще бегут к нашим позициям. Они тащат с собой даже эти лесенки, чтобы входить в окоп в любом месте. Это говорит об их
их уровне». Конец цитаты. Эти русские подразделения могли сейчас штурмовать Курахово, штурмовать Часов Яр, штурмовать Константиновку, усилив там позиции России. Но они сейчас находятся в Курской области. Тяжелой ценой дается Курская операция украинским войскам. Для того, чтобы на фронте в Курской области украинцы смогли продвинуться дальше, нужно точно не 50 тысяч и даже, наверное, не 100 тысяч человек. Ведь очень много российских подразделений здесь находится. Также с территории Курской области поступают и жуткие сообщения о том, что продолжается пересылка молодежи непосредственно на позиции на территории Курской области. Говорят о том, что принимать участие в боевых действиях могут даже 18-летние парни. Непонятно, как именно их используют, но сам факт использования подтверждается. Вот мы с тобой говорили о переброске войск Украины и России, там с различных участков фронта, но это вот люди, которые умеют воевать. Да, это люди, там, прошедшие долгое время войну и уставшие, но они наученные опытом, а потому и нужные. Но несмотря на это, с разных сторон приходят сообщения об участии 18-летних парней в боевых действиях под Курском, которые не имеют боевого опыта. Это связано с тем, что везде наблюдается нехватка подготовленных кадровых военных, и потому приходится использовать срочников. Тема мобилизации в русском и украинском обществе довольно острая, и говорить о ней мы сейчас не будем. В России, например, мобилизации нет, и в основном на войну привлекаются контрактники. Официально нет контрактников без опыта, да и если такого кидай в бой без подготовки и без боевого опыта, заставляя набирать все с нуля, то это то же самое, что и отправлять человека на смерть. В России и Украине прекрасно это понимают, поэтому прибегают к ряду мер. Так как учебный полигон по сути не дает какого-то опыта, надо смешивать подразделения так, чтобы было у кого учиться. Резервов у многих не хватает. Например, для понимания, недавно на Покровское направление из России перекинули меньше 2000 человек в пополнение за 2 недели, а у украинцев снизилась общая численность войск вообще. Понятно, что у каждой армии есть резервы, и они их используют, но даже 2000 из России не покроют потери с этого направления, где за неделю может погибать куда больше, начиная с мая месяца. Русские официально говорят о том, что набирают до 30 тысяч контрактников в месяц. Этого явно не хватит для организации наступательных операций по всему фронту. Максимум лишь позволит восполнить боевые потери. Украина же официально признает, что с начала лета они каждый месяц теряют больше, чем набирают. Естественно, Украина пытается использовать мобилизацию и затыкать дырки призванными мужчинами. Ищут наемников с иностранных государств. И недавно даже приняли закон, позволяющий брать на фронт людей с тюрем, если человек имеет легкую статью. Ввиду этого остается только проводить мобилизацию, потому что найти наемника и как-то его тренировать, это займет пару-тройку месяцев и стоить будет дорого. А поступление на фронт должно быть здесь и сейчас. Поэтому затыкают чем могут. И поэтому много украинцев попадают к русским в плен. И это несмотря на некоторые тактические успехи украинцев в Курской операции. По количеству пленных вооруженные силы Украины явно проигрывают русским. Недавно было совершено подряд целых 3 обмена. 267 на 267. Украинцы были вынуждены провести обмен. Также есть один вопрос про Курскую область, который активно обсуждается в последнее время. Это участие военных Северной Кореи на стороне России в Курской области. Не переживай, никакого хайпа я на них поднимать не буду. Скажу лишь о том, что поступили новости, что даже Пентагон не может подтвердить информацию об отправке таких войск в Россию для войны против Украины. Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, если КНДР пойдет на такой шаг, то это будет поводом для серьезного беспокойства, чего вряд ли Северная Корея захочет. Напомню, ранее глава управления разведки Кирилл Буданов заявил, что на востоке России якобы находится около 11 тысяч северокорейских пехотинцев, которые проходят подготовку для участия в войне против Украины. Где он это все накопал, никому не известно. Потому на этом мы и закончим говорить про КНДР. Северная Корея действительно может как-то помочь России, но данная новость как-то неадекватно разошлась среди людей. Сложилось впечатление, словно в Украине окажутся миллионы корейских солдат, которые придут и съедят всех собак. Они словно суслик, которого никто не видел, но он есть. Интересно также то, что после избрания президентом США Дональда Трампа начали поговаривать о том, что войска Украины скоро уйдут с Курской области по личному приказу Сырского. Пока что это лишь слухи, но я напомню, что президент Украины Зеленский говорил о том, что Курская операция это по сути одна из частей плана победы Украины в разных его интерпретациях. Сложно даже представить вариант, при котором украинские войска, возможно, заканчивают эту операцию и просто возвращаются на территорию Украины. Тем более, что до того момента, пока
пока украинское командование не останется довольным результатом, говорить о выходе украинцев с Курской области не приходится. Военные просто выполняют приказ командира. Выходить с Курской области им даже будет в радость, так как ничего им здесь и не нужно. В приоритетах украинцев занять Донбасс, Херсонскую область и Запорожскую область. Некоторые даже не забывают про Крым. Украинцы никогда не претендовали на чужую территорию, а используют Курскую операцию исключительно для политического давления на Россию. Это делает любые мирные переговоры, касающиеся территориальных вопросов, сложными и позволяют продолжать и дальше вести боевые действия. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч!